Добрый день, меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. И сегодня мы сделаем такой расклад Таро карт. Сделаем онлайн гадание на тему «Я и он. Что будет дальше?». Так, давайте вначале посмотрим вашу сигнификацию, да, как карты покажут ваш и как покажут его. Так, вы. Ого, сколько карты решили показать, о вас рассказать. И он. Так, смотрим. Вы и он, да, ваши и он. Очень интересно. Ну, смотрите, вы девушка, женщина, леди. У нас на канале Леди. Ну, вы сексуально привлекательны, сексуально чертовски привлекательны, любите это показывать. И с этим мужчином вы это показываете, да. Ну, очень красноязычно карта об этом говорит. Но в то же время вы девушка такая, которая постоит за себя. Вам лучше, вы будете бороться за свое счастье, с ним, без него. Вы получите то, что вы хотите. И ничто вас не остановит, у вас для этого есть все средства. Видите, какой у вас здоровенный нож. И, скажем так, ну, вы занимаете лидирующую позицию в этих отношениях. Вы хотите строить отношения так, как вы это видите, как вы спланировали эту жизнь, как вы уже ее придумали. У вас уже спланировано все до мелочей, буквально где будет стоять любимый цветочек фиалка, да, и никак по-другому. Следующая карта показывает то же самое, да, шестерка жезлов нам говорит о том, что вы воинственно настроены на то, чтобы быть счастливой. И вы хотите в отношении, чтобы человек зеркально вам отражался, чтобы это были полностью гармоничные отношения. Ну, прямо, чтобы вы были одно единое. Видите, у девочек сплетена косичка вместе, да, чтобы вы были гармоничны во всех отношениях, и в любви, и в сексе, и в взглядах на жизнь, на будущее, на перспективы. Вы хотите стать с этим человеком единым целым. Теперь смотрим на него, что он в этих отношениях, да. У него шаткая позиция, он идет, но он еле балансирует, то есть он испытывает страх, и скорее эти отношения для него, как бы это правильно сказать, они рискованные. То есть он на них решился совершенно неожиданно. И пошел, это нестандартное для него отношение. Возможно, для него отношение с женщинами было что-то такое обычное, что-то шло обычным по какому-то плану, недалеко идущему, а так как у вас позиция, вы не из тех женщин, которые пришли, мужчина к ним пришел в жизнь потоптаться, скажем так, а вы хотите именно гармоничные отношения, и он, вступив в них,
У него позиция шаткая, он не знает, сможет ли он соответствовать, сможет ли он это все пройти. Это называется и хочется, и колется. Он идет, он не знает, сможет ли он меняться, потому что сам по себе это мужчина достаточно быстрый, да, то есть он всегда спешит что-то делать и принимает резкие решения. Он по жизни резкий, неугомонный, то есть куда-то вечно летит, его поймать невозможно, хотя скачет он и на игрушечном коне, то есть, может быть, он себя так видит, да, что он вот такой вот герой, скачет на коне, все у него схвачено, он идет к цели, но на самом деле очень нерешительными шажками, но он идет вперед на пути к вам. И почему-то не очень хорошая карта, почему-то он сейчас хочет вас наказать. Ну, может, это не буквально наказать. Он как бы хочет вас сделать такой, как вы, как он видит женщину, или как были его женщины до этого, или вас поставить в такую ситуацию, которая для него нормальная, да, то есть, чтобы вы были как все женщины в его жизни. Ну, вот такой этот мужчина. То есть он хочет вот кнутом, и вы вот агрессивно не хотите, а он тоже агрессивно настроен на то, чтобы вас поменять. То есть такие, можно сказать, яркие отношения, то есть каждый в этой паре хочет что-то изменить в партнере. Хорошо, давайте дальше разбираться, что будет в этих отношениях. Ну и в конце мы уберем, естественно, препятствия, кто меня смотрит, знает, которая покажет расклад карт Таро. Обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Итак, смотрим. Ваши мысли о нем и его мысли о вас. Да? Ваши мысли о нем. Что вы планируете на него, как вы видите его, вообще какие у вас мысли. Его мысли о вас. Смотрим. Разбираемся. У нас сегодня такой зеркальный расклад. Так, смотрим. Ваши мысли о нем. Ну, падает колесо фортуны, если вы видите, да. То есть вы решились на эти отношения в надежде, что вы увидите тень двух людей. Ваши мысли такие, что, возможно, это судьбоносные отношения, что эти отношения приведут к браку, к длительным отношениям. И вы вот просто бросились и бежите в этот его дом. Ну, дом это может быть условно. Вы настроены к тому, чтобы двигаться к этому мужчине. Но еще есть нюансик. Этот мужчина, вы видите его, думаете, мысли, что у него есть кто-то еще. Это или прошлое, это может быть сотрудницы, это может быть, то есть присутствует ревность в ваших отношениях. Вы не до конца доверяете этому мужчине, который загадан сейчас, да, вы видите, как он относится к женщинам, и вас это не радует. Теперь смотрим его мысли о вас. Очень интересно. Ой. Ну, смотрите. Первая карта у нас выпадает и показывает о том, не знаю, видно ли, я покажу ближе, что мужчина заглядывает во все шкатулочки, да, с фонарем. О чем это говорит?
Он изучает вас. Он изучает вас со всех сторон. Он хочет заглянуть в каждую вашу мысль. Он хочет понять, кто вы. Тут эта карта может говорить о том, что даже он там, я не знаю, заглядывает в ваши личные вещи, вашу сумочку, ваш телефон. Но это не совсем плохо. Это значит о том, что ему вы интересны, и он хочет контролировать вас, хочет знать о вас больше. Также у нас выпал туз мечей. Это говорит о том, что он вас реально хочет. Вот просто хочет он вас очень сильно. То есть сексуальное влечение к вам бешеное. Дальше у нас выпала двойка кубков. Двойка кубков говорит о том, что, видите, вы пока находитесь в у разных колодцев, вы пьете из разных колодцев. Он на вас смотрит. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что в его мыслях еще нету того сплетения полного душ, которое вы так хотите, и показал предыдущий наш расклад о том, что вы, в каких энергиях вы находитесь. Также это может говорить, что вы еще не проживаете вместе, или проживаете вместе, но у вас разный доход, или разные увлечения. То есть что-то он в мыслях своих видит, с чем вы не полностью с ним гармоничны. Он не видит гармонии, что вы единое целое. Да, есть эмоции, вдвоем пьете, он на вас смотрит, на вас одета маска, он не совсем понимает вас, да, видите? Маска одета на вас. Это говорит о том, что он хочет стремиться к вам, хочет вас разгадать, и эта карта показывала то же самое. Но вот так его мысли сейчас о вас. Пока мысли «хочу» основные. Дальше смотрим. Давайте посмотрим его чувства к вам. Давайте посмотрим его чувства к вам, ваши чувства к нему. Итак, смотрим ваши чувства к нему. Так, его чувства к вам. Так, смотрим. Очень интересно. Вот очень интересно. Смотрите, ваши чувства к нему. На этой карте показано, что вот утро после бурной встречи, и он еще отдыхает, а вы уже встали, у вас есть другие заботы. Вы говорите о том, что настало утро, нужно заниматься делами. Любовь — это хорошо, но важно и все остальное. О чем это говорит? Это нам говорит о том, что вы заняты еще чем-то. То есть вы не считаете, что эти отношения — это самое важное в жизни. И это правильная позиция, вы мудрая женщина. Также это может говорить о том, что не показывает он вам еще настолько, что может вас содержать, что вы можете не думать о том, что пришел день и нужно кушать, о том, что нужно развиваться, нужно строить свой дом, нужно учиться, нужно двигаться дальше по карьере. Вот такие чувства у вас сейчас к нему. В то же время чувство у вас к нему, что он вам, ну вот как этот фокусник, несет очень неплохие положительные эмоции, да, может достать кролика из кармана, чем вам развлечь
Также тут меч, о чем говорит о сексуальном влечении, да. То есть хорошо вам с ним в постели, скажем так, если у вас была близость. Ну или, может, вы планируете близость, и там мурашки в животе уже по отношению к нему. То есть близости вам к нему хочется. И опять повторилась карта, что вы двигаетесь к нему, двигаетесь к этим отношениям прям бегом. Его чувства к вам. Ну, не очень мне нравится его чувство к вам, честно говоря, потому что вот эта карта показывает, это джентльмен пришел к женщине, скажем так, визуально раскрепощенной, я не знаю, как это выразить, тем более следующая карта это повторяет. Тут джентльмены уже более пожилые, то есть в прошлом ходили к этим дамам, которые выставлены в окнах, сами знаете, какой профессии, да, это его воспоминания. Он посещал, видимо, таких женщин, которые готовы на многое. То есть отношение к вам показывает еще конечная карта, что за несколько копеек он думает, что он вас получит. Давайте посмотрим, почему он так думает. Ну, нельзя же это оставлять. Сейчас я возьму какую-то колоду. Давайте вот эту. Почему у него такие чувства к вам? Чем это вызвано? Очень эмоционально вы. Закрывает, видите? Я же все равно открою. Ну, Верховная Жрица не показывает, почему. Говорят, не стоит в этом копаться. Это просто эмоциональное. То, что вы очень хотите любви, да, вот девушка вспоминает любовь, она мечтает о ней, у нее куча кубков, она вспоминает. Но Верховная Жрица говорит, что в этом не стоит копаться. В данной ситуации не стоит, почему он так думает. Хорошо, а покажите мне тогда, изменится ли, можно ли изменить его такие не совсем хорошие чувства. Мы, конечно, уберем препятствия, но вообще стоит ли, есть ли там над чем работать, да? Да, да. Карты говорят о том, что это могут быть гармоничные отношения. Это могут быть гармоничные отношения по умеренности, это все возможно. Так что работаем дальше. Давайте посмотрим, что в вашей паре будет в ближайшем будущем. Потом начнем убирать тот негатив, который показали этот расклад. Убирать тут, я смотрю, по мужчине вообще есть что. Так, какие изменения в жизни будут в ближайшем будущем у этой, так сказать, пары, если это уже пара. Король жезлов, туз жезлов, туз мечей. Мы пошли все тузы. Угу. Сейчас я расскажу. Сейчас я выложу. Мы говорим ближайшее будущее. Будут действия. И сексуальные действия, будут действия на сближение, да, будет романтическое свидание. То есть действия вот все ведут к тому, что пара вот сидит вместе, держится за ручки. Очень перспективная карта. Но будет какая-то ссора.
ссора, притом из-за второй половинки. Это может быть из-за вашей, ну, как второй половинки, из-за какой-то или женщины, или мужчины, то есть или мужчины с вашей стороны какого-то другого, то есть ревность какая-то, ссора из-за ревности. Или вы там из-за какой-то женщины, да, произойдет ссора. И ну, он как король мечей, да, он что-то найдет. Вот вы помните, карта была, искал. Он что-то найдет, или вы что-то найдете. Ну, тут король мечей, это может быть и вы, и он. И произойдет ссора из-за того, что какая-то информация всплывет о еще одном человеке в ваших отношениях. Хотя все будет развиваться и может развиваться хорошо. Давайте спросим совет ангелов, а потом уже приступим к тому, чтобы улучшить эти отношения, убрать препятствия, потому что мы работаем с любыми отношениями, но если у вас есть желание с этими отношениями вообще работать, потому что мужчина сложно к вам настроен. Так, совет карт по отношению к этому мужчине, как поступить в этой ситуации. Смотрите, у нас выпал рыцарь чаш. Это влюбленность или предложение руки и сердца. Потребуется уравновесить эмоции, приглашение на неофициальную встречу. О чем, ну, вот карты подытожили, это было и понятно. О том, что это перспективные отношения, которые могут, в принципе, привести к долгосрочным отношениям, к предложению руки и сердца, да, но нужно убрать эмоции из отношений. Нужно убрать, уравновесить, точнее, эмоции. Нужно, чтобы эмоции были положительные. Над этим мужчиной нужно еще поработать. Вот нужно, чтобы он понял, что, скажем так, вы не та женщина, которая ему кажется, да, а вы женщина для серьезных отношений. Ну, честно говоря, вы немножко и ведете себя, извините, к нему только секса хотя, да. Но что есть. Так, давайте будем работать над раскладом. Что мы будем убирать? Ну, из этого расклада я бы, конечно, в другом расставила. Но так как перед этим показывала, что вы женщина и так сознательная, давайте уберем вот ваше такое отношение небрежное к нему, что все, настал день, уходи. Ну, это условно очень сказано, да. Естественно, ну, мы оставляем то, что он вас магически тянет к себе, и вы к нему бежите. Естественно, мы выбираем то, что он относится к вам как вы не заслуживаете. Да, убираем его воспоминания о каких-то прошлых падших женщинах и убираем то, что он там за 3 копейки вас хочет. Дальше оставляем действия, оставляем сексуальное влечение, оставляем вас как пару. Убираем ссору, постараемся ее убрать. Да, из-за того, что он подсматривал что-то. Так, девочки, ну у нас получилось, что мужчина просто волшебный, несет вам все радости, вы к нему стремитесь, есть действие, есть секс, и есть желание строить пару и возможность построить хорошую пару. Так, значит так, вот это все мы убираем. Так, девочки, вы уже знаете, что сейчас будет. Не первый раз смотрите, а кто смотрит первый раз. Сейчас вы вспоминаете свой род, вспоминайте высшие силы, ангелов-хранителей. Я пока ищу карту Верховного Суда и карту мира.
чтобы убрать это все по Верховному суду. Все препятствия, которые показал расклад. Чтобы все гораздо быстрее наладилось. Так, карту мира мы нашли. Видите, не так просто эти отношения наладить. С первого раза не получилось. Буду сейчас еще раз искать. Видите, прикрывается. Трудно. Трудно изменить этого мужчину. Понимаю вас, девочки. Мы легких путей не ищем, выть как волчицы в лесу не будем. Будем все менять. Страдать это не для нас. Вот. Видите, я пропустила. Хорошо, работаем. Так. Девочки, вспомнили род весь, который за нами стоит. Так, слушаем меня внимательно, не отвлекаемся ни на что. Можно включить субтитры и читать текст, который я буду говорить, да, в видео. Так будет еще продуктивнее. Так, внимание. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее, беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало. Убираем все препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Так, в комментариях пишем, да будет так. И сейчас я проверяю, не расходимся, я проверяю, получилось ли у нас убрать препятствия или нужно повторить. Получилось ли у нас убрать препятствия, которые показал расклад карт Таро, я и он, что будет дальше? Ну, смотрите, я считаю, что это хороший результат расклада. Вы будете кружить в танце с этим мужчиной. Ну, есть какие-то рядом люди, возможно, они будут просто смотреть, а возможно, это говорит о том, что, ну, как бы это будут отношения еще с какой-то парой. Ну, то есть у вас будут общие друзья. И мужчина настроен полностью на вас, да. Рыцарь кубков, то есть поменялось его отношение. Итак, пишем в комментариях, пусть будет так. Спасибо, да будет так. Также напишите, как резонирует ли этот расклад с вами. Также можно лайкать, приятно. Если вам интересно, подписывайтесь, тоже приятно, всегда хочется
отношений узаконенных, как любой женщине, то у меня 90% смотрят без подписки, думают, что больше помощь никакая не нужна будет. Вот один раз погадала, да, а потом никаких трудностей больше в жизни не будет, или как-то я потом ее найду. Ну, я не знаю, что вы там думаете. Хорошо, спасибо вам, девочки. С вами была Луна. Во благо, да будет так.